Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе свяжем пинетки сандалий на размер 10 сантиметров. Все о том, какую я использовала пряжу и крючок, я напишу в описании под этим видео. Подошву я уже связала. Это у меня такая же подошва, как я вязала в прошлом видео. Поэтому можете посмотреть, ссылочку оставлю. Ну а теперь приступим к самому вязанию. Для вязания нам нужен крючок. Я использую крючок 2 мм. А также пряжа. Пряжу я буду использовать белого цвета, ну и коричневого цвета это у меня подошва. Вы можете использовать любую другую пряжу другого цвета. И теперь смотрите внимательно. Там, где у нас остался такой шовчик от соединительных столбиков, это у нас будет изнаночная сторона. Там, где у нас осталась цепочка от соединительных столбиков, это будет лицевая сторона. Мы же будем вязать с той стороны, где у нас остался шовчик от соединительных столбиков. Покажу вам все поближе, чтобы было хорошо видно. Смотрите, там, где мы делали первое прибавление, вот мы видим, да, на носке, вот первое прибавление, и вот следующий один столбик с накидом. И вот от этого столбика с накидом мы будем отсчитывать петли. Отсчитываем 19 петель. Вот она, 19 петля. И вот с этой петли мы и начнем вязание. Обязательно смотрите внимательно, как я держу подошву. То есть сейчас мы будем начинать вязать с изнаночной стороны. А когда мы будем начинать вязать вторую стеночку для сандаликов, то мы будем уже начинать первый ряд с лицевой стороны. Мы разберем это все поэтапно, и вам станет все понятно. Итак, берем ниточку, протягиваем. И набираем 2 воздушные петли подъема. 2 воздушные петли подъема мы будем считать за один столбик без накида. И теперь нам нужно еще провязать 18 столбиков без накида. И в сумме у нас получится 19 столбиков. Вяжем только за одну петлю, которая у нас получилась от соединительных столбиков, когда мы соединяли 2 подошвы вместе. И кончик белой нити, который у нас остался, мы прячем вовнутрь вязания. И сейчас давайте провяжем самостоятельно. Всего у нас должно получиться 18 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, то есть 19 столбиков без накида. Вяжем. Первый ряд мы провязали. Далее набираем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Начинаем вязать столбики без накида с самой первой петли. И во втором ряду у нас также должно получиться 19 столбиков без накида. И сейчас нам нужно провязать всего 7 рядов по 19 столбиков без накида. То есть сейчас мы вяжем уже второй ряд, и нам останется провязать еще 5 рядов по 19 столбиков без накида. И потом уже мы с вами встретимся, чтобы вязать дальше отверстия для люверсов, либо просто отверстия для шнурков, у кого нету люверсов. Не забывайте провязывать последний 19 столбик без накида во вторую воздушную петлю подъема. Провязали. Дальше также делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. И повторяем все то же самое, как и во втором ряду. Вяжем 19 столбиков без накида. И давайте провяжем оставшиеся ряды самостоятельно. Семь рядов по 19 столбиков без накида я провязала. Смотрите, если вы все правильно начали вязать, так же как и я, то 7 ряд вы должны были закончить с той стороны, где у нас находится мысок. И сейчас начинаем вязать 8 ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема. И в самую первую петлю вяжем первый столбик без накида и в следующую второй столбик без накида. Далее набираем 2 воздушные петли. Первую петлю мы пропускаем, со второй начинаем вязать. Вяжем также 2 столбика без накида. Таким образом мы делаем отверстие для шнурка. 2 столбика мы провязали, дальше набираем 2 воздушные петли. Снова одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать также 2 столбика без накида в одну и во вторую петлю. Дальше снова 2 воздушные петли,
Одну петлю пропускаем, со следующей вяжем. Вяжем здесь уже 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 8 ряд мы провязали. Дальше вяжем 9 ряд. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Здесь первую петлю мы пропускаем и со второй начинаем вязание. Вяжем столбики без накида. Там, где у нас воздушные петли, мы под воздушные петли вяжем 1 столбик без накида. Провязали. Дальше снова вяжем в петли, которые получились у нас от столбиков без накида в 8 ряду. И снова по 2 воздушные петли вяжем столбик без накида. И сейчас в этом ряду в конце ряда мы будем делать одно убавление. Заводим крючок в предпоследнюю петлю, в последнюю петлю, достаем петли. 3 петельки на крючке провязываем вместе. Убавление сделали. Теперь вяжем одну воздушную петлю и отрезаем нить. И одна стеночка у нас готова. Так, сделали. Сейчас мы начнем вязать вторую, точно такую же стеночку с другой стороны. Здесь мы повторим все то же самое, что мы и вязали в этой стеночке. Здесь у нас только получается первый ряд был с изнаночной стороны, а с этой стороны у нас уже будет первый ряд с лицевой стороны. То есть параллельно находим петлю, тоже вот это вот будем вязать за петлю, которая у нас получилась от соединительных столбиков. Вот она петелька, которая находится параллельно петли с первой стеночки. И начинаем с этой стороны вязать. Также заправляем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем еще 18 столбиков без накида. То есть всего у нас получается 19 столбиков без накида вместе с 2 воздушными петлями подъема. Ниточку также прячем по ходу вязания, кончик нити, который у нас остался. И давайте сейчас самостоятельно провяжем полностью все столбики, то есть 18 столбиков без накида. И потом мы с вами встретимся. Вяжем. Первый ряд довязали, всего у нас получилось 19 столбиков без накида. Далее делаем воздушную петлю и второй ряд начинаем вязать с самой первой петли. И во втором ряду у нас получится 19 столбиков без накида. И теперь давайте провяжем все точно так же, как и вязали в первой стеночке. То есть нам нужно сейчас провязать 7 рядов по 19 столбиков без накида, а дальше все так же провязывать и отверстия для шнурков. Но давайте провяжем 7 рядов по 19 столбиков без накида, а дальше уже мы с вами встретимся. 7 рядов я провязала, далее вяжем 8 ряд. Также начинаем с самой первой петли, вяжем 2 столбика без накида, далее 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, со следующей вяжем 2 столбика без накида в каждую петлю. Снова 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, со следующей вяжем снова 2 столбика без накида в каждую петлю. Далее снова 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем, со следующей вяжем уже 3 столбика без накида в каждую петлю. 8 ряд мы провязали, далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, первую петлю пропускаем, со следующей вяжем 2 столбика без накида, третий мы вяжем под 2 воздушные петли, дальше снова 2 столбика без накида в петли, которые получились от столбиков без накида 8 ряда, снова столбик без накида под воздушные петли и так далее. В конце 9 ряда делаем одно убавление. Заводим крючок в предпоследнюю петлю, достаем ниточку, в последнюю петлю заводим крючок, достаем ниточку и провязываем все 3 петли. Далее воздушная петля и отрезаем нить. И вторая стеночка у нас также готова. И вот что уже получается. Далее мы будем вязать застежку. И смотрите внимательно. Для правой и левой ножки застежки вяжутся с разных сторон. Вот здесь я вязала
застежку начинала вязать с правой стороны. Здесь у меня такая вот штучечка. Вот смотрите, набирала петли с правой стороны. Здесь же наоборот, мы начинаем вязать застежку с левой стороны. И смотрите, для одной пинетки вяжем застежку с одной стороны, с правой. Мы пропускаем 3 ряда и вот с третьего ряда начинаем вязать. Вот так вот заводим крючок и набираем воздушные петли. Так как у меня такая пинетка уже связана, я буду начинать вязать уже с другой стороны. Но с другой стороны мы будем начинать с самого первого ряда, начинать вязать вот эту застежку. Итак, берем ниточку, протягиваем и начинаем набирать воздушные петли, цепочку из 45 воздушных петель. Цепочка из воздушных петель у меня набрана. Далее мы будем вязать столбики без накида. Только смотрите внимательно, чтобы цепочка у нас не была перекручена. Первую самую петлю мы пропускаем, со второй начинаем вязать столбики без накида. И у нас получится 44 столбика без накида. И так нам нужно провязать до конца цепочки. И давайте провяжем самостоятельно столбики без накида. Первый ряд из столбиков без накида я провязала. Далее, смотрите, нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Первый столбик, заводим крючок между первым и вторым рядом. И второй соединительный столбик, заводим крючок во второй ряд. Сделали. Далее разворачиваем вязание, пропускаем 2 петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, и начинаем вязать с третьей петли, то есть с той петли, которая у нас получилась от столбика без накида, последнего. И вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас также должно получиться 44 столбика без накида. Довязали второй ряд, 44 столбика без накида. Далее делаем воздушную петлю и с самой первой петли начинаем вязать также столбики без накида. И в третьем ряду у нас также должно получиться 44 столбика без накида. Довязали третий ряд. И теперь нам нужно сделать один соединительный столбик в третий ряд. Вот так вот. Сделали еще одну воздушную петлю и отрезаем нить. Так, и застежка у нас готова. Дальше нам осталось обвязать все это дело и связать такую маленькую штучку. Смотрите, на той пинетке, где я начинала вязать вот эту вот застежку с правой стороны, мы будем обвязывать, начинать вот с этого места. Таким образом, чтобы обвязка была с лицевой стороны. Столбики без накида были лицевые. А с этой стороны мы будем начинать вот с этого места. Также, чтобы столбики без накида были с лицевой стороны. Здесь застежка с левой стороны, поэтому начинать мы будем обвязывать вот с этого места. Так, чтобы столбики без накида были у нас лицевые. Заправляем ниточку, делаем одну воздушную петлю и в это же место, с которого мы начинаем вязать, вяжем столбик без накида. То есть смотрите, у нас здесь 9 рядов всего, поэтому по боковой стороне у нас также будет 9 столбиков
без накида. Сколько рядов, столько и столбиков без накида. Вяжем столбики без накида по боковой стороне. И там, где мы провязываем последний столбик без накида, 9, сюда же в это место вяжем еще один столбик без накида. То есть всего у нас получится 10 столбиков без накида, так как в последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. Далее, вот по этой стороне мы будем вязать соединительные столбики. Вот таким образом. Вяжем соединительные столбики. Либо же их еще называют полустолбики. Но мне проще говорить соединительные столбики. Итак, довязали. Далее по вот этой маленькой боковой стороне мы также в уголочек вяжем 2 столбика без накида, 1, и в эту же петлю 2. Это получается в 9 ряд. Теперь вяжем 1 столбик без накида в 8 ряд, но я вяжу его в уголочек. И дальше вяжем также столбики без накида. Итак, мы обвяжем полностью столбиками без накида вот эту застежку по кругу. Полностью обвязываем и дальше спускаемся и до конца вяжем столбики без накида. Итак, вот смотрите, я полностью обвязала вот эту сторону вместе с застежкой. И вот что у нас получилось. Вот эту ниточку потом мы спрячем во внутрь вязания. И все остальные ниточки мы также спрячем и отрежем. Дальше будем обвязывать вторую сторону. Также начинаем с той стороны, чтобы у нас получилась обвязка лицевыми столбиками без накида. Заправляем ниточку. Делаем воздушную петлю и начинаем вязать столбик без накида с той петли, где мы начали вязание. И теперь поднимаемся вверх. С этой стороны у нас получилось 7 рядов. Значит, с боковой стороны мы вяжем 7 столбиков без накида. В ту петлю, куда мы провяжем последний 7 столбик без накида, мы свяжем еще один столбик без накида. И у нас в последней петле, там где 7 столбик без накида, получится 2 столбика без накида. Вот смотрите, 1 и 2. Дальше разворачиваемся, идем по горизонтальной стороне. Также вяжем столбики без накида. Я делаю в уголочек 1 столбик без накида. Далее 2 столбика без накида в одну петлю в 9 ряд, там где мы провязывали 9 ряд. А дальше поверху здесь мы вяжем также соединительные столбики, как и на противоположной стеночке. И давайте сейчас провяжем соединительные столбики здесь, на этой стороне. И потом на боковой стороне мы провяжем, получается здесь у нас 9 рядов, то есть 9 столбиков без накида, но там, где у нас уголочек, мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю.
И давайте сейчас мы это все провяжем самостоятельно. Еще одну боковую стеночку я обвязала. Осталось у нас спрятать ниточки. И еще нам нужно связать вот здесь вот такую перемычку, или как она правильно называется. Для этого отступаем 2 петли и с третьей начинаем вязание. Только смотрите, здесь мы будем вязать, как обычно мы вяжем шнурочек. У меня есть, могу оставить ссылочку, вы посмотрите подробно, у меня есть отдельное видео на канале. То есть оставили хвостик подлиннее, его мы набрасываем от себя на крючок и рабочей нитью протягиваем, как обычно вяжем столбик без накида. Опять накидываем, 2 петли на крючке, протягиваем. И так нам нужно повторить 7 раз. 3, 4, 5, 6 и 7. Далее мы делаем соединительный столбик в уголок. Вот сюда. И 2 ниточки этих протягиваем, делая соединительный столбик. Далее делаем воздушную петлю, протягиваем. Отрезаем нить. Эти 2 ниточки мы также спрячем вовнутрь вязания. И вот что у нас получилось. Нам осталось спрятать ниточки, пришить липучки к застежке и вставить люверсы. У кого нет люверсов, можете не вставлять. Многие у меня спрашивают, какие же я использую люверсы. Люверсы эти я заказывала на AliExpress, они у меня 4 миллиметра. Здесь есть вот такая вот штучка, на нее надевается вот этот люверс. Потом наверх надевается пинетка, дальше кладется вот такое маленькое колечко. Потом вот этой штучкой прижимаю весь этот бутербродик и стучу молотком. И все, люверс у нас готов. Итак, вот смотрите, все люверсы я уже вставила. А здесь вместо шнурка я буду использовать ленточку. И сейчас мы будем пришивать липучку. Я уже подготовила вот такую липучку. Ту часть, которая у нас более такая мягкая, я буду пришивать вот сюда. Вот так. Я буду пришивать просто иголкой. Можно, конечно, пришить на машинке, но я не буду этого делать. А ту часть, которая у нас более такая шероховатая, я пришью вот сюда. Я уже заправила нити в иголку, и сейчас я немножко покажу, как я пришиваю. Сразу делаю узелок на пинетке. Я буду пришивать таким образом, чтобы у нас шов не был виден с изнаночной стороны. То есть шов будет виден только на липучке. Вот видите, на пинетке я завожу иголку только в одну маленькую полупетлю. И так далее пришиваем липучку к пинетке. И давайте уже пришьем самостоятельно. И пинетки у меня готовы. Вяжутся они очень быстро и просто. И смотрятся очень нарядно. Но у меня на этом все. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. Если понравился, ставьте пальчик вверх, а также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много всего интересного. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!